Всем наидобрейшего времени суток, с вами Злюк, и мы начинаем новый подкаст по аниме. Только хотел сказать «Мой счастливый брак». Не, монолог аптекаря, либо же записки в аптечной лавке. Там названий очень много, кстати. Нам помогает Лафи. Здравствуй, Лафи. Всем привет. Ты мангу читал? Ой, начинала, но потом бросила, собственно. А шо Пока так? что, Решила ну, дождаться аниме? много других аниме начало выходить, и меня затянуло просто в этот водоворот новинок. Я такая, ну ладно. Меня затянула страшная Ну, трясина. это как с этой, с Мейпл. Моргнула, и там уже что-то другое. Все. Как с Майпл у тебя было б другое, моргнула и уже 12 серия. Ну, пускай, когда мы писали первое, да? Это примерно так же я захожу читать, мангу, и просто зашла, смотрю одно, моргаю, и там уже у меня другая манхва уже прочитана, дочитана. Я такая: "Ну, А что это было, допустим". я что-то не поняла, да? Вот, Да. ну, сегодня у нас будет такой классный лонгрид. 24 серии сезончик, монолог в оптичной лавке. Ну, по сути, два стандартных. Вот. И тут, кстати, очень интересная вещь с самого начала, потому что название даже оно отличается. То есть, если другие тоже «Мой счастливый брак», он везде «Мой счастливый брак». Заходишь на любой сайт-агрегатор, на тот же Netflix, на Crunchyroll, э, название плюс-минус одинаковое. Так вот, тут, конкретно с этим аниме, получается некоторая путаница, потому что он либо записки аптекаря, либо монолог аптекаря, либо Или монолог, фармацевта. либо записки фармацевта, либо монолог фармацевта, либо монолог в аптечной лавке. То есть, чтобы вы себе Короче, понимали, кому как душа поет, тот так и пляшет. то есть кому как хочется, только, ну, то есть так и называют. Изначально это Раноба, у которого был всего один том. То есть это такая Раноба однотомничек с классной интересной историей, но он случается с хорошими интересными историями, он стал популярным. И уже на основании вот этого вот э, романа однотомника было выпущено два тома Ранобэ. То есть он немножко расширил историю Мао-Мао, которая была в самом первом произведении. Ну и это как бы оказалось мало. Потом на его основании начали делать манго-адаптацию, которая гораздо сильнее, гораздо больше, я бы даже сказал, на несколько порядков расширила вселенную вообще Мао-Мао. При том, что Филлеров э, добавили нам туда побольше, ну, чтоб не скучно было. смотря что считать филлерами, если мы считаем, что От первоначального произведения. так там могла быть просто две арки и все, которые там описаны в аниме, и на этом все. А что там дальше история, как бы вот эти дворцовые скандалы, интриги, расследования и все остальное, оно как бы осталось за Ну, кадром, его более стало глубоко так, как бы. не думаешь? М? Душно, говорю, стало, не думаешь? Не, Нет? форточку открой. Открыто. Значит, тяга там слабенькая. Притом, тут у нас уникальный случай. Манго-адаптаций две, которые выходят одновременно и параллельно рисуют разные художники. В одной манго-адаптация, которая легла, кстати, в основу аниме-сериала, ну, потому что графический дизайн там перекочевал именно конкретно с этой манги в аниме. Его, конечно, еще приукрасили, сделали персонажей еще более миловидными и красивыми. Потому что рисовка в Ранобе, там есть, там, кстати, достаточно много иллюстраций, но они очень примитивные, я бы даже сказал, простенькие и примитивные. А вот в этой манге вот прям точно, точно, так же, как в аниме. Точнее, в аниме дизайны персонажа перекочевали с этой манги.
Есть уже на данный момент 12 томов. Я так понимаю, что выпуск еще дальше продолжается, либо это всего 12 томов, я не уточнял. Вторая манга, там рисовка схожа, но она как бы попроще. То есть там она не такая красивая, не такая миловидная, не такая мимимишная. Там уже... А смысл во второй? М? А смысл во второй? А я не знаю в чем, но прикол в том, что идут... история идет параллельно, два художника рисуют. В одной истории, которая попала в аниме, 12 томов, в другой 18. Чем они отличаются, я как бы, ну, не перечитывал. Они, в принципе, мои... Если вдруг и захочет, перечитать, расскажи потом. Да, да. У нас, у нас Делать же потом... больше нечего, да? Да, у нас фриран еще 28 серий. Сразу О за боже. Мао-Мао. Мгм. С мангой. Ну, как раз к 25-му году управимся, а там и второй сезон Мао-Мао. Да. Мгм. Рудика второй сезон, Мао-Мао второй сезон, да. То есть, ну, мы сказал, что это крайне как бы уникальное явление, когда у тебя две адаптации манги на одно и то же произведение, которое, в принципе, не сильно-то и большое. В плане как бы первоисточника. То есть получается, что изначально это был роман, Ранобе расширила вселенную, потом манга расширила вселенную еще сильнее. Я так понимаю, что в аниме есть вещи, которые не попали в мангу. Ну, то есть дополнения кое-какие. Вот. Действие у нас происходит в Древнем Китае, в императорском дворце и в провинции, в которой находится императорский дворец одного из императоров, потому что тогда в те времена не было единого Китая, было несколько государств разных, и, возможно, там могло быть, скажем так, более одного императора, там страна Ла, Ци, Ли и прочее. Ну, была когда-то эпоха Троецарствия в Китае, а до нее там вообще было целая куча маленьких княжеств на каждой территории, чуть не в каждом селе свой король, ну и так далее. Э, Древний Китай, и по сути у нас действие происходит в двух локациях больших. Первая локация это бордель, он же Дом удовольствий, который называется Медианный дом или Медианный дворец. Медианный он потому, что назван в честь змеи-медянки, а не в честь металла меди. Хотя в некоторых переводах, в некоторых субтитрах я встречал, что его вообще обозвали ржавым домом. Я такой читал, так такой, чего? Думаю, послышалось. Нет, дальше на полном серьезе Медианный дворец называют ржавым домом. Причем тут ржавчина к змее медянке, я как бы без понятия. Ну, не суть. Второй, в принципе, локация большая, ну, основная, где происходит сюжет, это внутренний дворец императорский. То есть есть внешний, там, где все там чиновники, там торговцы, и все там кипит жизнь. И есть внутренний дворец, в котором находится непосредственно сам хоромы императора. И к ним примыкает территория, в которой живут все наложницы императора. Насколько я помню, обозначалась конкретная цифра. У этого императора около 2000 наложниц. Притом они делятся... По-моему, так и было. М? Да, говорю, по-моему, так и было. То есть всего наложниц 2000. Они делятся по рангах. Высшая наложница, их всего 4, притом у каждой наложницы есть титул. Там, не помню, там позже в более поздних сериях нам будут все их рассказы. Там наложница целомудрия, наложница благочестия и так далее. То есть это их как бы титулы придворные. Регалия, самое главное. Их всего 4, к ним постоянно, ну, наиболее часто захаживает император, и они как бы его фаворитки.
и первые претендентки на то, чтобы стать императрицей, женой императора. То есть у него жены нету, а будет женой та, которая родит мальчика, наследника императора. Ну, я там пошарился по википедиях английских, я уже знаю, кто там ему наследника родит успешно. Ну, палить не буду. Вот. Правильно. Есть еще наложницы как бы среднего уровня, их не 4, гораздо больше, их около там нескольких сотен. И в принципе к кому-то из них он может, император тоже может как бы захаживать. Если какая-то наложница, ну там шанс, блин, ну крайне мал. Если какая-то наложница ему приглянется, ее могут повысить в статусе. Ну, то есть там либо среди наложниц среднего уровня, крайне редко и ну, практически невозможно, что ее повысят до старшей наложницы, потому что, насколько я понимаю, там их количество строго фиксировано, их может быть только 4. И для того, чтобы стать одной из высших наложниц, надо сместить одну из тех, которая уже там, скажем так, на троне восседает. Поэтому с высшей вот этой придворной знати наложенной в внутреннем дворце идет постоянно грызня и борьба за власть. То есть интриги, скандалы, подкупы, отравления, все там как положено. За любым углом тебя может ожидать убийца, либо какая-то, блин, отбитая на голову подкупленная другая служанка, наложница, евнух, неважно. Несмотря на то, что старшие наложницы выше купаются в шелках, у них все самое вкусное, самое дорогое, самое качественное, их буквально поджидает смерть на каждом углу. Поэтому они всегда предельно осторожны, предельно внимательны, предельно аккуратны и предельно подозрительны. Это так. Небольшая, как бы, вступительная речь для того, чтобы понимать, о чем, где именно будет происходить событие. Главная наша героиня, девочка 17 лет, которая живет с приемным отцом. Причины, почему он стал ее воспитывать, мы узнаем гораздо позже, ближе к концу сезона. Имя Мао Мао, кстати, еще звучит в оригинале по-китайски как Сяо Мао. 小猫， Я надеюсь, что я как бы интонацию правильно как бы произнес. Пишется оно Ну, как нам, по Сяо. крайней мере, немножко простительно, мы не учили китайский, мы не китайцы. Простите нас, Ну да, кто то есть, прям если очень что, горит то Китаем. если что, Э, заранее прошу прощения, кого-то там, возможно, нехорошее слово сказал. Вот. В любом случае, Гаошунь, кстати, ее постоянно будет дразнить же так, Сяо Мао. там что-то... Ну, этот, этот, подручный этого, Да, Шена. Джинси. Сяомао это по-китайски мяу-мяу. Типа как кота зовешь к себе, типа кыс-кыс-кыс-кыс. Она мау-мау, но это типа мяу-мяу, да, а он сяо-мау. То есть типа кошак поцелуй. Вот. И, кстати, вот эта вот схожесть с кошкой, она всячески и мангакой, и, в принципе, художники, мы понимаем, она подчеркивается. Там нет-нет, и наша мелкая превращается в такую кошку, блин, с глазками желтыми, вертикальными, такая радостная, типа котейка. Там гребет куда-то, что-то там делает, и ее постоянно тянет на всякие приколы. Или когда Дженши к ней что-нибудь начинает подкатывать, она сразу у нее такие уши, она такая: Это вообще у нее у нее там на него, кстати, весьма прикольная, неординарная, я бы даже сказал, реакция, которая вполне себе объяснима. Но это объяснение, блин, оно вас зачарует своей прямотой, логикой и
неординарностью, скажем так. Потому что наша девочка, она весьма, скажем так, нетривиальная личность. Ребенок, который жил с ученым мужем, скажем так, да, то есть этот человек хорошо знал письмо, хорошо знал грамоту, и он знал ремесло фармацевта, которому, собственно, он и обучал девочку с ранних лет. На момент первой серии, то есть на начало сезона, мало-мало 17 лет, то есть это вполне себе взрослая девушка. Притом заметила, возможно, ты заметила одну интересную вещь. В опенинге нам показывают вполне себе очень даже симпатичную, красивую девушку, которая Да. и на лице как бы вполне себе посимпатичнее простушки Мао-Мао. И мне кажется, что она там на полголовы даже выше за нее. Да. Ну, то есть это типа как бы ее внутренняя, да, ее истинная сущность и то, что она, как она выглядит как бы на экране. Почему она так выглядит на экране, есть свое вполне себе логическое объяснение, которое мы узнаем позже, гораздо позже в сериях. Она сама объяснит, почему она так выглядит и почему у нее такой внешний вид. И, ну, там, скажем так, приятного мало. Сохраним пока интригу, ничего такого пока рассказывать как бы не будем. Вот, то есть девочка, у нее два развлечения. Аптечное ремесло и работа в борделе, господа мои хорошие. Да. То есть все в свое свободное время, которое она не проводила за экспериментами и обучением фармацевтики, она помогала в публичном доме. Ну, это, кстати, слишком грубо будет сказано. Тут следует, мне кажется, пояснить, что это не совсем публичный дом. Ну, это не совсем бордель. Это скорее, как говорят, вот, кстати, тоже прикол с переводом. Потому что вообще, по-хорошему, он должен называться «Дом удовольствия». То есть, как бы по-правильному. Но в некоторых переводах это просто, блин, бордель, в некоторых публичный дом, что немножко некорректно. Пытаюсь объяснить почему. Бордель это бордель. Это просто, блин, скажем так, здание, дом, помещение, где ты приходишь за социальным, скажем так, опытом, за деньги. В публичном доме, скажем так, все практически то же самое. Ну, там тебя могут угостить чайком, кофейком. Тогда, правда, кофе не было, его еще туда не привезли. И это все просто там поприличнее будет, попристойнее. В доме удовольствий, скажем так, оказание интим-услуг это далеко не основное их занятие. Ты, в принципе, можешь заплатить деньги за все что угодно, вплоть до того, что просто как посидеть, как в таверне, попить чаю, там вкусно поесть. Если хороший дом удовольствия, там очень приличная кухня, там очень вкусно готовят. Как в хороших дорогих трактирах. Единственная разница между трактиром и домом удовольствий то, что за трапезой тебе может составить компания за определенную дополнительную плату. Вполне себе симпатичная девушка, весьма даже, в несколько эротическом наряде, то есть в рамках приличия она не будет голой. Хотя если там хорошо заплатишь, то может быть и голой. Но если у тебя хватит денег, чтобы ужинать с ней наедине, то есть это вообще из другой области. То есть ты просто будешь кушать, и у тебя просто будет сидеть напротив, развлекать беседой вполне себе очень симпатичная девушка. И никаких, ты даже не, тебе даже запрещено будет ее трогать, прикасаться руками. Потому что такие правила этого дома. Если ты хочешь, скажем так, ее прикоснуться к прекрасному, это совсем другие деньги. А если ты еще захочешь с ней остаться на ночь,
Так, это может стоить раз в 10 больше. И то не факт, что тебе хватит. То есть вот, плюс к тому же все девушки, которые находятся в доме удовольствия, они называются не проститутками, они не называются не шлюхи, они называются куртизанки. При том, что куртизанку обучают с детства. Ну, как с детства, условно говоря. Девочек сдают бедные семьи в услужение дому удовольствия. То есть они обучаются азам всяких этих ремесел. Не те, которые вы подумали. Там учатся они пению, грамоте, игре на музыкальных инструментах, то есть это как минимум гудзинь и эрхун, это китайская скрипка, и струнный гудзинь. То есть они обязательно, хорошая куртизанка обязательно обязана хорошо уметь играть на этих музыкальных инструментах. Она должна декламировать, писать стихи, и она должна играть, она должна уметь танцевать, она должна уметь играть в го и шоге на, ну, хотя бы на уровне какого-то там ниже среднего. Это хорошо. То есть это все должна уметь куртизанка. Если она хочет быть более-менее популярной, зарабатывать деньги, переносить доход дому удовольствия. Чем больше куртизанка приносит доход дому удовольствия, тем больше дом удовольствия в нее вкладывает. Это закон этого как бы бизнеса. Лефи, скажи мне, пожалуйста, вот я только что перечислил целый список тех вещей, которые должна знать куртизанка. Как ты считаешь, сколько из всего этого умеют современные проститутки? Современный? Я без понятия. Или даже, ну, Наверное, ничего. Ну, нет, ну конечно, или кто-то шлюхи, что-то умеет. или шлюхи. Ну, Скажем так, разные запросы, к девушкам, дарящим удовольствие в современное время, и тем. Опять же, там же была градация все таки. Это, что нам показывают, это как элитные какие-то дамы. да, да. Ну, так поэтому я и Есть, говорю, что конечно, те, которые вообще ничего не умеют, и, естественно, они могут предоставить какие-то только тело, а, но отсюда уже и стоимость будет. крайне низкой. Да. Ну, вот поэтому я и говорю, что А путать, те дамы, которых показали нам, с нашей Мао-Мао в мгм, "Медвяном доме", они мне больше напомнили гейш, вот, которые ну, я не знаю, ну, в смысле, я не вникала прям, не изучала, кто такие гейши и так далее, но то есть составить компанию, поговорить там, сыграть, развлечь, там, музыка, стихи, да, песни и так далее. В этом плане это мне вот их напоминает. да, все верно, все правильно, все точно тоже, за одним исключением. Э, Гейши не к ним вообще запрещено прикасаться. Они не предоставляют интим-услуги. Вообще в каком-либо виде. Да. Если гейша может согласиться на секс, у них тут немножко другое название. Тут, да, они во многом похожи на гейш. То есть их гейши изначально, они точно так же учились и воспитывались, тренировались как носители культурных традиций Японии. То есть они Но точно... если я не ошибаюсь, сейчас, подожди, если я не ошибаюсь, сейчас это получается вот эти дамы, которых показывают нам, господи, Куртизанки, Мао-Мао, наложницы, они таких куртизанки, да. называют разве не, айран? Ойран, как там они в Японии? Почти как гейши, но только приторговывают тельцем. Ну, скажем так, в манге и в аниме их называют куртизанками. Давай придерживаться этой терминологии.
Вот. Это немножко не то, что гейша, и к портовой шлюхе они имеют точно такое же отношение, как портовая шлюха к монашке. То есть никакого. У них немножко другая это. Но там, кстати, есть, ну, тоже разница. Есть блин, я вечно их с наложницами путаю. Знаешь почему? Потому что когда Мао-Мао попала во внутренний дворец, она сказала, что э, типа жизнь во внутреннем дворце практически ничем не отличается от жизни в квартале Дома удовольствия. Люди ведут себя практически точно так же. Единственная разница, что тут вход разрешен только императору, и они не продают свое тело за деньги. Можешь себе представить, что там творится. Ну, что творится на улице Красных Фонарей, да, в квартале Домов удовольствия, можно себе, в принципе, теоретически представить. Но то, что что-то похожее творится во внутреннем дворце императора, ну, как бы, для меня это было открытие. Знаешь, что меня позабавило? Вот эти 3 девушки, которые появились, там, нам показали, да, самые крутые куртизанки Медяного дома. Они ж, ты ж посмотри на них. А Они ж, разве их не 4? 3, по-моему. Ну Я, ладно. я не буду сейчас уточнять, но показали нам 3. То ли 4, то ли 3. Ну, 3 точно. Ну вот. Там, которая, блин, свои пышные формы на голову, блин, Мао-Мао положила, там зонтик такой шикарный получился. Там девушки вполне себе добротные, скажем так, они в теле. На худющих, худосочных китаянок они вообще как бы не похожи. И они самые популярные в этом доме удовольствия. А посмотреть современные, как бы, ну, в тех же сериалах, в драмах, там, роликах всяких на кореянок, китаянок, они, блин, ходючие, как вешалки, блин, и силикон там, 4 размера там колышется. Все. Как бы, ну, немножко, как бы, контраст. Это меня, кстати, удивило на первых порах. Можно только догадаться, да, какое мировоззрение и какое воспитание получила девочка, которая буквально с малых лет до текущих 17 лет росла в квартале домов удовольствия. Что она видела, что она знает и с чем она сталкивалась. А плюс мы еще не должны забывать, что она учится на фармацевта, ее приемный отец учит на фармацевта, и она, скажем так, постоянно заботится о здоровье наложниц в этом доме удовольствия. Со всеми их болячками, в том числе связанными с близким контактом с клиентами. Можешь прикинуть, да, на что она насмотрела. И какое, Да ну, много на что. да, и какое у нее вообще восприятие мира. Ну, как И она... такая: И этим ты хотела меня удивить? Я уже много чё повидала, да?» Да, тоже мне. Но она примерно так же, ты понимаешь, она знает, кто такие евнухи. Евнухи, кстати, это очень уважаемые люди. Их очень берегли по одной простой причине. В Древнем Китае процедура происходила крайне болезненно. То есть тебе буквально без наркоза вот это все, что висит, его отрезали. При том, что, Сочувствуем. ну, реально, по-живому. И отрезали это, как правило, мальчикам в возрасте до 10 лет. От 6, по-моему, до 10. То есть, То есть практически с детства да, обрекая их на такую жизнь, которой да. они могли бы и не желать, в принципе. Ну, я тебе скажу, те, кто выживал, а выживал один мальчик из 10 после операции. Поэтому они очень ценны. Там высочайшая была смертность. То есть, чтобы ты понимала, да, 2000 наложниц на 2000 наложниц 1000 евро. А вот теперь посчитай, сколько умерло мальчиков во время операции, если их там 1000.
Вот уже, кстати, при этом императоре, который в аниме, да, в этом, он запретил делать новых евнухов, посчитав операцию кастрации слишком жестокой. То есть новых евнухов уже как бы не производят, скажем так. Поэтому те, что есть, их ценность еще более высокая стала. Ну, там есть нюансы, которые, по-моему, в одной из серий будут, как бы мало-мало будет их рассказывать, когда она будет рассказывать о своем приемном отце. Сейчас я не буду сейчас прям все спойлерить, но там вообще жесть. Дичь дичайшая. Скажем так, во внутренний дворец запрещено проникать, кроме членов императорской семьи, любому мужчине, кроме евнухов. То есть во внутренний дворец к наложницам могут проникнуть либо женщины, либо евнухи, либо члены императорской семьи. Если ты мужик, и у тебя что-то, болтается, тебя туда либо не пустят, а если ты проникнешь, то ты оттуда не выйдешь, тебя просто казнят. Ну, либо сделают евнухом и оставят. Но Если взрослым, выживет. если выживешь, да. Взрослым делать эту операцию это крайне, крайне опасно. Потому и делали мальчикам, по-моему, до 10 лет. Я могу ошибаться, но то есть маленьким детям, потому что у них гораздо выше шанс выжить после этой операции. С тем уровнем медицины. А про уровень медицины мы можем очень прекрасно поговорить уже в этих сериях, когда начали массово гибнуть дети императора по одной простой причине. Дамы Служанки. в погоне за красотой использовали много того, чего не нужно было использовать. У тебя волосы дыбом встанут, когда ты почитаешь, какая косметика была в начале 19 века. Я тебе гарантирую. Спасибо, не надо. Но давайте по порядку, как бы познакомимся дальше с нашей главной героиней. Ее угораздило попасть в руки торговцам плотью, так называемых. Так в Древнем Китае называли работорговцев, которые похищали молодых парней и девушек. Парней тоже, кстати, потому что в разных домах удовольствий и борделях есть свой спрос на всякие разные вещи. То есть там тоже этим как бы не сильно гнушались. Вот. Как только она уж поперла в лес собирать травки, заметил, да, кстати, как она тащится вот то, что находит лекарственные травы новые. Либо новые, либо те, которые ей надо. То есть у нее прям глаза блестят, сияют, она вся такая из себя, ой, класс, ура, и тут трава, и тут трава. И тут такие мужички, Чего чего только стоит момент, когда она в этот, а, к этому врачевателю попала во время да, борделя. тоже там, Шаманские танцы. ну, правильно, потому что она как бы попала в святая святых императорской, аптечной лавки, ну, не аптечной, ну, скажем так, кабинета фармацевта, там, где все всяческие, всевозможные ингредиенты, даже те, которые она в своей деревне, да, даже за деньги публичного дома, вот этого дома удовольствий, она не может себе позволить. То есть она о них слышала от своего приемного отца, но она ими не могла пользоваться, потому что они слишком дорогие. А тут есть все и много. Она, ой, класс, и то есть, и то есть. Вау, это все мое. Ее там расперла, так что это вообще. Это ж еще как ее расперла, когда ей афродизиак предложили сделать. Ее ж там, блин, ее ж там плющило не по-детски. Ну, ой, 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 класс, класс, класс. А потом, так, погодь, надо собраться. Да? Спокойно. Не, ну если дадите ингредиенты, инструментарий, я, конечно же, вам сделаю афродизиак. Я, конечно, посмотрел потом на этих служанок, которых там расфигачило. Расперла. Да вообще, я, честно говоря, не могу понять, что, реально от шоколада так прет? Не знаю, я такой шоколад, вот конкретно который как там, не ела. Я ответить не могу.
Ну, так, ну, обычный шоколад, какао-бобы, масло там, алкоголя не. Все, я понял. Она ж туда алкоголя еще налила нормально такую дозу. По себе просто делала. А служан такие же пофиг, ее алкоголь не берет. Ну вот А, поэтому по себе и делала. да, алкоголь не берет, потому что она с детства, когда училась на фармацевта, она как безумный ученый ставила опыты всегда на себе. То есть все лекарства, все яды, как они действуют, как происходит там все это. Она все тестировала на себе. У нее левая рука не заживала вообще никогда. Чтобы вы все понимали, там вечно она в ранах, в струпьях, в гнойниках, там кошмар и ужас. И по сути, когда начинается первая серия, э, там отец ее отправил. Она, кстати, его стариком называет, между прочим. Старичок. Даже не старик, а старичок. Ну так, типа, вежливо, уважительно, так, полушутя. Старичок. Вот. Она, когда пришла в Мияный дом, то есть в этот дом удовольствия, там у них специально на кухне есть отдел, где хранятся все лекарственные травы, препараты и так далее, потому что в лечение там надо каждый день и много. Специфика работы, так сказать. Вот. Она размотала бинт, и там как раз свежие раны смотрела. Блин, что-то плохо заживает. Надо, видимо, либо дозировка менять, либо рецептуру улучшать. То есть уже организм настолько ушатался, терпеть издевательство над собой, что даже раны хуже затягиваются. То есть она все проверяет, тестирует на себе. То есть как действует тот или иной яд или как действует то или иное лекарство, она, как говорится, знает не понаслышке. Вот. Из первых уст, как говорится. Поэтому, как бы, вполне себе в свои 17, вполне себе уже опытный аптекарь. Ее там вообще расплющило. Когда ее вообще расплющило, когда она попала в эту лавку с ингредиентами и всем остальным. А опустили ее в лавку, потому что ей Джинсис сказал сделать ей афродизиак. Ну, по сути, я так понимаю, что это обычный шоколад, но только с алкоголем. И чтобы просто шоколад не жрать, кусочки фруктов в шоколад, как бы залила их шоколадом, ну, типа, чтобы приятнее было есть. Ну, я не знаю, почему такая у них реакция на обычный шоколад. Там, помнишь, была сценка, типа, откуда она узнала про шоколад, когда ее в детстве угостила куртизанка. И такое впечатление, что она немножко слегка опьянела сразу, только попробовала первый раз. У меня только предположение, что они очень мало пили алкоголя. Такое возможно Ну, служанкам вообще? вообще запрещено пить алкоголь. Тогда отсюда вывод, что понятно, когда мама маленькая была, впервые попробовав, конечно, она могла и опьянеть в ее-то возрасте. А, ты думаешь, что там тоже шоколад с ликером был? Да. Ну, в принципе, вполне возможно. Если, тем более, что если учесть, что шоколад клиент подарил с целью соблазнить и совратить куртизанку, то вполне себе можно, да, предположить, что там был алкоголь. И когда Мао-Мао попробовала, ей очень стало хорошо. Слегка подкосило. И уже по этой реакции поняли, что тут что-то не так. Потому что малая жрала все подряд. Вот. Ну, то есть, как бы бегала себе девочка по лесу, собирала лекарственные травки, и тут на нее... Ее, кстати, если ты заметила, то ее эти работорговцы засекли еще, когда она подходила к дому удовольствия. Они Да. там в пивнухе напротив сидели на террасе, тянули пивко, смотрят, то мелкая какая-то идет. Ну, круто, надо брать. Объясню, в чем прикол.
в аниме немного как бы вскользь это все показано, рассказано, в манге более подробно это расписано. Работорговля тогда она считалась нелегальной, ну то есть типа официально она запрещена, но подобные вот этим люди, торговцы плотью, они имели весьма хороший заработок. Конкретно тут все делалось, скажем так, на полулегальной основе. Чтобы ты себе понимала, если ты помнишь с манги, они ее, когда похитили, они ее продали в дворец, выдав себя за ее родственников. То есть урожая нет, скотина подохла, жрать за что-то надо, возьмите нашу племяшку в услужение, в дворец. Ну, то все прекрасно понимают, как бы тот, кто и принимает ее в служанки и те, кто раздают, что нифига она не племяшка, но тем не менее. По документам она их родственница, и поскольку она несовершеннолетняя еще, то все ее жалование, практически все, насколько я помню, там в манге вроде то ли половина, то ли более половины идет, выплачивается вот этим похитителям, которые якобы родственники. Это так в то время была вполне себе популярная схема, которая была поставлена на серьезный поток. И беда в том, что мы со словом Мао-Мао даже знаем, когда она уже там находится в дворце, там 3 месяца прошло, она всю зиму пробыла в нем, уже весной, она говорит, что к наложницам хоть более-менее, даже низкого уровня наложницам, более-менее нормальные отношения. Служанки никто, и звать их никак. Они расходный материал, и их могут казнить за любую оплошность. То есть ты что-то там порвала любимое платьишко, голова с плеч. Не Неправильно так посмотрела, посмотрела, голова с плеч. Да, не так подала, чашку. До свидания. да. То есть, ты либо будешь, постоянно на иголках ходить, пока тебя не убьют. Ну, либо не отработаешь 2 года и выйдешь на свободу. Да, где-то где-нибудь, как Мао-Мао хотела, тише воды ниже травы. По поводу не так посмотрела, не так чашку подала, ну, я думаю, что это, ну, имеет место быть, но это не на потом. Как бы, ну, это не правило. Это исключение. То есть, вздорные, безбашенные наложницы есть везде. То есть, ну, в семье не без урода, как говорится. Но если вот мы проведем аналогию, да, помнишь, «Мой счастливый брак», первая серия, да, то есть плохой чай, тебе просто чашка летит в голову. А вот если ты наложница в императорском дворе, то тебе чашка не будет лететь в голову. У тебя голова будет лететь в чашу. Как бы все гораздо проще и жестче. И, как правило, Новую приведут. да, новых там пачка будет хоть завтра. Одной больше, одной меньше, кому не надо. И почему еще? Потому что, как правило, набирает молоденьких девушек из бедных семей. То есть это не потому, что ты там что-то себе карьеру модели решила сделать, да? Поэтому ты подалась в наложницы. А в наложницы отдавали своих дочерей для того, чтобы прокормить хоть как-то свою семью. Это безнадега. Это страшно, ну, работа до седьмого пота, притом как сапер, да, с постоянным риском для жизни. Далеко не нулевым. Это все прекрасно понимала Мао-Мао. Еще одна причина, почему она сказала, что в Доме удовольствия, в принципе, и в Квартале удовольствия, и во внутреннем дворе жизнь ничем не отличается. Ничем не отличается для нее, как для служанки. Потому что тут тебя могут пустить в расход без жалости. И в Квартале удовольствия ты в любую секунду можешь в темное время суток попасть в руки насильников, которые тобой попользуются и просто убьют. Денег нету, блин, попасть, как бы, как все, наверное, приличные люди. Поэтому они без денег. Ну, это, в принципе, там это было в порядке вещей, это никого не удивляло. Если там
посреди бела дня, либо там где-то ни с того ни с сего находили мертвую изнасилованную девушку. Ну да, Жуткие времена. да, они реально жуткие, реально страшно. Ну, по сравнению с нашим цивилизованным как бы миром, который не может вообще воспринимать агрессию от слова совсем. То есть, морально-психологическая травма вот при малейшем проявлении агрессии или насилия, то там это в порядке вещей было. Все к этому привыкли. Поэтому Мао-Мао всегда это защитный механизм. Она носила простую неброскую одежду, вела себя тише травы, ниже травы, тише воды. И тут она планировала точно так же. Девочка, кстати, обладает весьма острым умом. Способность к анализу, дедукции и логическому мышлению ей привил ее приемный отец. То есть она очень хорошо умеет анализировать ситуацию, окружение и так далее. Это тренировки, это то, чему ее обучили с детства. Плюс письмо. Она, ее, кстати, поймали на это. Мгм. Да, там служанки как служанки, обычные нормальные служанки. Там Сяолань, по-моему, или как эта девочка классная, такая болтушка. Да-да-да, прикольная. Мимишная. Вот это нормальная, типичная, классная служанка. Такая, знаешь, далекой, глубокой деревни. Простая, милая, добродушная девочка. Вот типичный портрет служанки. Которая, все, что ее заботит, это вкусно поесть. Они там эти булочки баоцзы хомячили. Булочка сладкой фасоли. Вкусно поесть, поспать, отработать свою смену и узнать все свежие сплетни. Вот уже на этом моменте Мао-Мао разительно отличается и выделяется помеж остальных служанок. То есть она хотела прикинуться ветошью, да, на 2 года, а потом свалить домой, когда закончится контракт. А у нее не получилось. Умные мысли преследовали ее, но она была быстрее. Это ты про Сяолань, что ли? Нет, это я прям Мао-Мао. Как бы она ни старалась, она такая: "Что-то интересненькое. Ну-ка, пойдем Вот посмотрим". ее любознательность и вот это вот интерес к всему новому, они ее на протяжении всего аниме-сериала будут преследовать и делать ей подставы одна хуже другой. Во-первых, она не сильно любит распространять всякие сплетни. Во-вторых, у нее здоровый скептицизм, поскольку у нее очень хорошее, вы не поверите, но у нее очень хорошее образование, как фармацевта, и она и грамоте обучена, и ее научили логически мыслить и раскладывать все по фактам. То есть ей постоянно ее приемный отец подкидывал задачки, которые она должна была решать и как бы находить подвохи. Он так учил Мао-Мао ставить диагнозы правильно. То есть она должна анализировать все происходящее, сопоставлять факты, отбрасывать шелуху, подвергать сомнению какие-то неправдоподобные теории, гипотезы, предположения, все остальное. Потому что ее задача, ее учили как фармацевта, как высококлассного фармацевта, которым она не успела стать, ну, то есть получить лицензию. Ее учили правильно ставить диагноз. Соответственно, она очень критически относится к информации, которую она слышит. И тут она услышала, что тяжело заболели дети. Как бы девочка, Сяо Лань, все хорошо, она неуч. Ну, это не оскорбление, это такое, знаешь, шутливая констатация факта. Потому что она неграмотная. Она неуч. Она не знает то, что знает Мао-Мао. Но я Соответственно, думаю, это будет оскорблением в наше время. да, Но для тех времен это было вполне нормально. да, там, ну, так
Очень мало кто вообще получал образование. Исходя из того, что Мао-Мао единственная из 3 десятков служанков вообще могла читать и писать, хотя бы читать, это уже было очень большое достижение, скажем. А писать так вообще. Там служанки, кстати, которые могут читать и писать, обучены грамоте. У них надбавка к жалованию за это идет. Собственно, почему наша Мао-Мао и скрыла этот факт, чтобы злоумышленники, которые ее похитили и продали, не получали эту самую надбавку, так как она бы ее не получала. Ну, типа, чтобы им меньше денег досталось. Позже, Да, кстати, там будет очень хитрая многоходовочка. да, за что Респект и будет вообще, уважуха. да, респект и уважуха просто будет прекрасно. Я такая, «О, я просто похлопайте, Да, мадам». браво, браво. Ну, вообще, то есть, за чё? Понимаешь, и она как бы слушает Сяолань, которая, ну, она не может это объяснить. Она простой человек деревенский, там все просто. Если ты что-то не можешь объяснить, Это потому что Magic. ты этого не понимаешь. Да, это magic, это магия, это какие-то проклятия, обряды, порчи и так далее. Потому что так проще. Ну зачем ему усложнять свою жизнь, если так проще? Прокляты, прокляты. Все, императорские наложницы проклятые. А Мао такая, в смысле? Что значит проклятая? Это в чем? Ну, она сразу же и спрашивает, а в чем суть проклятия? Ну, как они, типа, ну, она начинает описывать симптомы. Там тошнит их, там чахнут, цвет нездоровый, дети умирают один за другим. И вот 2 ребенка, они как бы уже заболели страшно и тоже буквально чахнут на глазах. Мао-Мао уже сразу включился фармацевт, врач. Он же ученый, он же исследователь. Ну, ее ж учили с детства ставить диагнозы. А в доме удовольствий там пациентов, хоть отбавляй. Как прислуга, так и куртизанки, так и клиенты. Там, короче, плюс все знали, что в этом доме удовольствий есть фармацевт, туда и просто за услугами фармацевта заходили. То есть там, в принципе, у нее практика была преизряднейшая, я скажу. Не каждому, скажем так, студенту медунивера сейчас снилось тот объем практики, который был в 17 лет в Мао-Мао. Поэтому она сразу же начала искать что-то знакомое. Но все-таки она любознательная, да, то есть она любопытство, любознательность, тяга к тайнам, секретам, она с ней первый раз сыграла злую шутку. Да. Тут, кстати, знаешь, мне нравится, как вот это ее интерес, вот этот азарт, как он изображается в аниме, да? Ну, блин, странно, странно, странно. Не, надо что-то узнать. Сразу, хоп, картинка вот этого. Да-да-да-да, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг, кошак пошел. Пошел в разведку, да. Вот это реально очень классно, очень миленько сделано. И она пошла как бы в разведку, и уже по внешнему виду двух наложниц она поняла, в чем суть. То есть, Да. это, как знаешь, К сожалению, врач, который находится в служении императора, не обладает такими же познаниями, как Мао-Мао. э, А так бы он давно бы смог им помочь уже. так, а скажи мне, пожалуйста, как думаешь, почему? Потому что у него не было такой практики, как у Мао-Мао. Совершенно верно. Да, видишь, ты зришь корень. Он не... Вау! Пятерочку мне. Браво, браво, похлопай. Пятерочку, коньячок. Так. Вот. Потому, ну, на самом деле, да. То есть он не сталкивался с этим, потому что евнухам запрещено покидать дворец. Он не мог получить этого образования, плюс у него не могло быть такой практики,
которая была у Мао-Мао. То есть она видела вот этих, и она потом объяснила, откуда ты узнала, если даже придворный лекарь не мог это узнать. Она говорит, потому что у нас в Доме удовольствий наложницы этой пудрой часто пользовались. Она дорогая. Кстати, то есть это не дешевая косметика, это очень дорогая пудра. И она очень качественно отбеливает лицо. В аниме, кстати, не сказали, что именно травит. В пудре содержался свинец. Это есть в манге, кстати. Свинец, который содержался в пудре, он медленно убивал куртизанок. И она узнала вот эти симптомы. Она увидела, что вот эту пудру на лицах наложниц, и она поняла причину, почему они так чахнут, потому что это, множество раз она уже это видела. Причем она увидела лицо обеих наложниц. Одна была уже достаточно сильно истощена, а вторая ей не пользовалась, как я поняла. Вторая не пользовалась, у второй пользовалась кормилица. Нянечка, да, Нянечка, да, которая прикасалась к лицом, прикасалась к малышке, и эта пудра переходила на лицо Поэтому, маленького увидев ребенка. разницу, она такая: "Да вот же картишки". А ребенок махонький, ему сколько там надо? Ну, взрослый человек, Полгода девочке. ну, ну, это ж вообще кроха, ей там сколько-то этого свинца надо. Ну, взрослый человек, понятно, там организм большой, он хоть как-то будет справляться с этим, то есть там гораздо дольше будет процесс этот идти. Но, понимаешь, теперь зацени, что самое страшное в этом всем. То есть это хорошее, милое аниме, но на самом деле тут будет огромное количество жутких вещей. Мы тут Оно уже хорошее, милое только потому, что оно красочное. внешне. И вот эти, красочное внешне и мимимишности вот эти между Джинши этим и Мао-Мао. А так, если полностью, в принципе, брать, смотреть, то там ничего милого нет. Там, трэш за трэшем идет. Оно очень жестокое, оно очень жуткое, и оно реально страшное. И оно просто очень я не знаю, это какая-то только доля того, что как на самом деле все это было раньше. Ну, мы ж как бы не Дзюнзи Ито читаем, да, смотрим аниме с кошмарами. Тут как бы более развлекательный контент, но тем не менее, да, там реально очень страшно, много страшных вещей. То есть мы вот несколько минут назад говорили о том, что любую девушку просто вечером могут, блин, на улице поймать и изнасиловать, забить до смерти. А теперь, ребята, еще обратите внимание на вот такую вот интересную штуку. Мы только что говорили по поводу пудры, которая убивает куртизанок, да, проституток, куртизанок. И они знали, что она их будет убивать, но они все равно не пользовались. Она ж не одна, не вторая, не третья. То есть Мао-Мао уже давно знала причину, почему не умирали. И хозяйке дома удовольствия это тоже было известно. Я ж не думаю, что она настолько, блин, отбитая на голову, что она не предупреждала своих, как бы, куртизанок, да, проституток, что девочки, вы рискуете Ну, поплатиться как жизнью. Мао-Мао и сказала, в погоне за красотой они теряли и красоту, и жизнь. То есть они как мотыльки летели на конюк и сгорали. Притом сгорали, ну, по нашим меркам в достаточно молодом возрасте. Ну, это ли не жуть? Убивать себя для того, чтобы немного больше заработать денег. Это, напомню, это дорогая косметика считала. Эта пудра была весьма дорогой. Представь себе, какого качества, блин, дешевая косметика. Знаешь, Ну, возможно, она не такая, как бы, смертельная, но тем не менее, там отравляющих веществ, там свинец, мышьяк и прочее, там хватало. что самое Сурьма. забавное, этим пользовались не 1-2 года, там, не десятилетия.
этим очень долго люди пользовались, прежде чем до них дошло. Это просто убивает. Да, а сколько, блин, Причем такое людей творилось же умерло. не только в Китае, Не, как бы на в Европе минуточку. точно так же, в Китае, в Японии, в Европе, ну, да. Так я и тебе больше скажу, из-за этой пудры в аниме умерло 3 ребенка. Младенца, да, все наследники Младенцы, императора. в том числе и мальчик, будущий, типа, наследник. Это вообще страшная трагедия была. Ну, как бы и в первую очередь для императора. Он тогда вообще не подходил к наложнице, которая родила того мальчика после его смерти. Ну, вот ты... Причем буквально это происходит за одну серию. Нам показывают, полсерии там кража, какие-то смешные забавные моменты, смерти, опять смешные моменты и опять какая-то чухня начинается. Склоки, скандалы, вот эти грызня между наложницами. Если в "Мой счастливый брак" у нас было одна-две серии, там вот эти вот качелей, Да, да, то да, 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 да. здесь у нас в течение серии мы вот так вот А, катаемся. да, там вообще. И это не, ну да, там качели, там одна серия, там разгон, пик трешняка, потом, блин, 3 серии отходняк, пик отходняка, а тут нет, тут вот этот трэш-угар, блин, может быть несколько раз за серию тудой-сюдой. Вот, то есть, Мне ну, еще нравится, что здесь, это в этом тайтле есть линия, которая проходит прямиком через все серии. Ну, практически там, начиная с какой-то там четвертой, по-моему, детство серии. И мало-мало. это не детство мало-мало, другие эти моменты, которые мы потом увидим. По-моему, в следующий уже раз или через одну запись. Ну, я не То знаю, есть, я... как бы, есть побочные, ну, как побочные, они как бы побочные линии, которые нам раскрывают больше сюжета, больше персонажей углубляются. Мне нравится, что эта линия, она есть. Ну, я для себя вижу 3 линии, да, то есть 2 я озвучил. Это дворец, 2 это квартал удовольствий, и 3 это линия, как бы, флешбеки прошлое Мао-Мао. Мао-Мао уже, в свою очередь, она еще нам показалась, помимо того, что она очень любопытная, очень любознательная, да, то есть у нее дух исследователя, может и все тормоза снять, и она просто ломанется исследовать что-то новое и интересное. Так она еще очень добрый и отзывчивый человек. Она поняла, что дети в опасности, и хотела предупредить наложниц. Ну как? Девочка понимает, что она служанка, она далеко не глупая. И она понимает, что к бывшим наложницам ее на пушечный выстрел не подпустят. Ее ж сами служанки наложниц просто раздерут как жабу. Соответственно, надо что-то придумать. Она придумала такую штуку. Она оторвала от своей юбки пару кусков ткани, на них написала записку и записку прикрепила к цветку. Ну, в надежде, что наложница ее цветок заметят, заметят записку и прочтут. Тут мы имеем как бы яркий пример того, что с людьми надо быть проще. Вот смотри, она и той наложнице оставила одинаковую записку. Леди Лифа, Рифа и Лихуа, у нее, кстати, звучит и имя по-разному, и в разных переводах она по-разному. Ну, в китайском варианте, но как Лихуа звучит. Очень красиво звучит, как по Да. мне. Вот, поэтому я как бы больше буду придерживаться этой версии, но леди Рифа и Лифа это тоже о ней. Она высокомерна. Она, возможно, это из-за того, что она родила наследника, возможно, это как бы черта ее характера, возможно, это еще какие-то определенные стечения обстоятельств, но с Я людьми... думаю, это
всё наложено из-за того, что она наследника родила, плюс общество, которое тоже ей говорит о том, что, ну, коль у тебя мальчик, значит, ты точно будешь этой императрицей, бла-бла-бла и так далее. Да, если Ну и не будет у характер тут других. еще такой этот. И все это наложилось, и она такая: "Ну, здравствуйте". Да, и она увидела эту записку и просто ее выбросила. Типа, ха, какой-то, блин, сраный ухажер, блин, в любви признается. Пошел прочь. И вот это вот ее эгоизм, скажем так, по сути, убил ее ребенка. Потому что Гёкую, которая в большем фаворе, кстати, ну, это фаворитка императора среди всех наложниц, она пользуется наибольшей как бы, популярностью императора, и, скажем так, на ночь он к ней заходит чаще всех. Она как бы не обломалась поднять цветок, обнаружить, ну, как бы эту записку и прочитать, что там было написано: белила это яд, он не должен касаться ребенка. Понимаешь? То есть она прочитала, она помимо того, что подняла цветок, она прочитала, так к тому же она поверила этим словам, понимаешь? То есть, типа, Я думаю, в что такой за бред? ситуации Брейс. уже, я не знаю, люди во многое могут поверить, лишь бы помогло. Ну, Лихуа просто выбросила цветок. Всё. Она даже просто не стала его Не носить. Вот, соизволила, да. То есть я даже, ну, сомневаюсь, поверила ли бы она, что там так все, потому что приходил фармацевт, главный врач, как бы и императорский, он ничего не смог сделать, а и тут он не какая-то понял, что записка, и такое, ей что, поверить. да, что за хворь. А вот Гекуё поверила, и благодаря этому ее дитё выжило. Так более того, она ж еще потом с этой запиской, она ее прочитала и захотела помочь Лихуа. Ну, потому что и та, блин, чахнет, и ребенок чахнет, ну. А вместо этого получила по щам и обозвали ее сволочью, и не буду называть эти грубые слова, что типа ты так хочешь устранить своих конкурентов. Но представляешь, что делается в голове высших наложниц? Все враги, все предатели, все убийцы. Потому что Ну, я, поэтому она была скорее фавориткой народа на пост императрицы. ну, все может быть. Понимаешь? И вот благодаря тому, что Гёкуё попроще, скажем так, относится к людям, да, более дружелюбно и приветливо, она спасла свою дочь. Ну, то есть она поверила этим словам, и ребенок пошел на поправку. Значит, они не наврали. Значит, ну, по сути, кто-то спас ее ребенка. Что для матери может быть самое ценное в жизни? Это ее собственное дитя. Ну, это самое большое сокровище, все самое-самое ценное, что может быть вообще, ну, в жизни матери. И как бы, ну, не принято оставлять без благодарности подобные поступки. Поэтому она вызвала Джинши, который был как бы смотрящим внутреннего дворца. Нюх-нюх, помоги найти. Да-да-да, что такое? Я не знаю кто. Он сразу же вспомнил, что когда дрались Гёкуё и Лихуа, мимо него прошла какая-то странная служанка, которая бормотала про себя фразу, На на, чем бы записать. на чем бы это записать. Служанка обучена грамоте, это уже ужать. Вот это слух у него. Не, она просто громко бормотала под себя. А он, кстати, по должности обязан иметь хороший слух, очень острый ум, и проницательность и все прочее, прочее. То, что он просто косит под смазливого дурачка Евнуха, ну, это, скажем так, сценический образ. Позже. Ну, мы-то это знаем. Да, но пока на первом самом подкасте мы все рассказывать как бы не будем. Мы Ну, будем
наслаждаться и Да, изводить вас, пока будем, вы сами не посмотрите или не почитаете. да, будем дозированно выдавать по ходу как бы повествования. Вот, то есть он как бы спалил, что была одна служанка, которая что-то искала, что-то записать. И ткань, как бы, на которой она записала, он сразу определил, что это из ткани, с которой шьют рабочую одежду прачек. Ну, он такой, хорошо, я понял. Сейчас проверим эту штуку. Он вызвал всех прачек, ну, их там не так уж и много, то есть не проблема. И сделал очень хитрых финтушами. Они все неграмотные. Вот. Но он догадывался, как бы, да, кто это будет, то есть служанка с веснушками, но ему надо было это точно проверить, чтобы не гонять служанку, причем зря. Он сознал всех служанок и просто на бумаге написал одну фразу, которую никто не смог прочитать. Он написал, служанка с веснушками должна остаться. Служанки обернулись к Мау-Мау не потому, что они тоже прочитали и типа им было Потому что она интересно. запаниковала. И им было интересно, а что это она остаться должна. Они повернулись, потому что она запаниковала. Они, типа, шо с ней? Они не поняли, что случилось. Он показал какую-то бумажку, там что-то написано, что без понятия. А тут одна служанка что-то, да, в панику как бы пала. Что с ней? Типа, деточка, с тобой все хорошо? Типа, все свободны, можете идти. Они не поняли даже, что их вызывали. Ну, показал какую-то бумажку. Скажет, ну, причуды вот этих евнухов красивых. Да, ну и что ты хотел с нас, мы не поняли. Только зря время потеряли, а как бы одежда сама себя не постирает. И тут Мау-Мау, блин, как знаешь, с замедленным действием до нее доперло, потому что она спалилась. Потому что она единственная может читать. Она такая, блин, я дура. Я ж хотела просто отсидеться, блин, зачем оно мне? Ну, могла бы сказать: "Ой, я испугалась, там чайник на плите оставила". Да-да-да-да-да-да-да. У меня там фен включенный. Пойду выключу. А он такой, подь. Ты куда, дорогая? Я ж тебя просил остаться. И все, и там мало-мало как подменили, типа. Ну, сам управляющий внутренним дворцом вызывает серую мышку-служанку, до которых вообще там, в принципе, по идее, не должно быть никому дела. Ты идешь со мной. Зачем? За что? За что-то наказывать, наверное. Ну, то ж не царский титул жаловать служанке. Зачем ее еще могут вести? И она уже мысленно, блин, начинает прокрутывать, где вот она там ложанула за эти 3 месяца, что ее вызывает управляющий куда-то, ведет, блин, и типа, надеюсь, меня хоть не убьют. Господа, по поводу мимимишности сериала. Если служанку отрывают с рабочего места высшие чины, первое, что попадает в голову служанки, притом весьма умной служанки, я где-то обосралась, меня сейчас казнят. Вообще, блин, Барбиленд, живи в кайф, пока не убьют. Но, как оказалось, там вообще все вообще не так. И она очень круто отличилась. Старшая наложница позвала к себе, чтобы отблагодарить. Для рядовой служанки это из ряда вон выходящее. Чтобы лично старшая наложница благодарила служанку, притом не просто благодарила народ, она сказала, что мы перед тобой в неоплатном долгу. Это для нас, для современных людей может прозвучать как бы просто как фраза, да, мало что значащее, ну ок, типа мне приятно, знаешь. В те времена подобная фраза означала, что если будет надо, то если с Мао-Мао что-то случится, и этот долг надо будет отдать,
давать, то Гёкую, она наизнанку вывернется, но сделает все возможное и невозможное, чтобы этот долг отдать. Вот так надо понимать вот эту простую фразу. Ну, по сути, если так брать, то на самом деле, да, она должна ей жизнью своей дочери. Если бы Мао-Мао не захотела помочь ей, а такая: "Ну, меня это не касается", и пошла бы дальше стирать, дочка бы умерла. Да, кстати, да. Ну, то есть, Гёкуё так и сказал, каже, я тебе обязана жизнью своей дочери. Но она могла бы, да, вполне себе, исходя из ее концепции Мао-Мао, да, она планировала просто прикидаться 2 года ветошью, ничем не выделяться, потому что, как она обронила случайно, что служанки, которые выделяются, обычно долго не живут, а Мао-Мао все-таки девочка молодая, амбициозная, она все-таки хочет стать фармацевтом, и она хочет жить долго и счастливо. Ну, по крайней мере, хотя бы долго. Только хотела сказать, хотя бы долго. Да, потому что с тем, где она и кем работает, там ну, всякое может быть. Там жуткие вещи для нее стали обыденностью. Вот. И поэтому, ну, блин, это как бы дорого стоит. Она могла бы просто, да, как ты говоришь, вполне себе допускать такой вариант. Что и ее совесть была бы чиста. Какое мне дело, блин, до этих? Я обычная простая служанка. Там есть придворный лекарь, вот это его прямая обязанность. Ну, пожалуйста, в чем я-то чё? Ну, Берлин, ну, печалька. Бывает. Да. И не Бывает. столько еще погибнет. Но если лекарь дундук, то, ну, во-первых, у нее дух взыграло чувство справедливости, плюс ее добродушность, потому что она часто будет ввязываться в передряги просто потому, что ей жалко будет людей. И в-третьих, в ней взыграла профессиональная гордость. Если я могу помочь как врач, почему я не должен помогать? Ну, это такая вот, типа, профдеформация с хорошим воспитанием, да, с хорошей человечностью, привитой отцом приемным. Вот они наложились на все, и теперь старшая наложница ее должница. И она сразу же как бы и бонусом обломала всю малину, сказав, что теперь та ее личная служанка. С обычной прачки до личной служанки верховной наложницы. Это как бы, извините, пожалуйста, прикидаться ветошью уже не получится. Скажем так. Джинси нашептал Гёкую на ушко очень интересную инфу, и ее сделали дегустатором при наложнице Гёкую. Эта должность, в принципе, имела место быть. Ну, то есть они реально, есть такие служанки-дегустаторы. У каждой из наложниц из 4 есть такая служанка на должность. Но поскольку травили или, по крайней мере, пытались отравить высших наложниц довольно часто, то дегустаторы долго не жили. Порой до обидного мало жили. И именно этим объясняется взгляды полные сострадания служанок Гёкуя, когда они только познакомились. Они на нее так, блин, сочувственно смотрели, что, ну, я не знаю, прям жесть. Они понимали, ну, просто они как бы знают, что это за должность, какая судьба у этой служанки. То есть они это видели, знали. И знать не понаслышке, чем это чревато. Но они не знали, кто такая Мао-Мао. Мгм. Не на то нарвались. Да, не на ту нарвались. Она так, когда узнала, что она будет дегустировать яды, ее что плющила как котенка. Это вообще неадекватная реакция, ну, давайте откровенно. Она ведет себя как безумец. То, что касается ее сферы интересов, а ее сфера интересов это яды, противоядие и лекарства с этим связанные,
ей просто, блин, сносит башню. О, ура! Ура, ура! Я буду яды дегустировать. Ура! Ну, она там все справилась, все прошла. Потом она, кстати, еще и помогла в другом... этом, Это будет в следующий раз. ну, во второй серии она поможет Джинси раскрыть причину отравления А, солдат. Вторая это серия. да. Я думала, ты про другой случай. А их там еще не один будет, так что хорошо. Не, там как раз конец первой серии, начало второй, там отравились куча солдат. И как оказалось, они просто отравились дымом ядовитого растения. Ну, поди ж ты, откуда солдат знал, что это растение ядовитое? И Кстати, хорошо, казалось бы, почему бы и не научить, да? да, и как бы хорошо, что там офицер, в принципе, хороший, с головой дружит. Он, Адекватный. да, вот, и благодаря вот этому адекватному офицеру Целая уцелела деревня целая осталась в живых. да, потому что ее просто бы вырезали всех под ноль. Ну, Просто потому, что их посчитали предателями, которые решили отравить солдат. солдат воюет, он не думает. За него думают другие. И вот этот офицер оказался не солдатоном, а думающим. Поэтому они... Слава богу. Да, слава богу. Потому что куча людей выжила. Благодаря тому, что офицер как бы, ну... Если бы он был просто ретивым воякой, он бы первым бы обнажил меч и пошел вырезать деревья. Как предатели. А потом доблестно отчитался перед руководством, что мы тут истребили целую деревню предателей, которые хотели типа, диверсии провести, блин, в нашем стане и помочь врагу. Ну, это ж ничего общего с действительностью не было, но солдатам на это пофиг. То есть Мао уже и тут как бы помогла. Потому что если бы они не нашли бы причины, то, Полетели головы бы с плеч. скорее всего, да. То есть Мао за 2 серии спасла кучу народа от смерти, буквально. Всего-то навсего, блин, девочка решила веточку прикидаться. А я считаю, что не очень успешно. Вообще нет. Вообще ни разу не Миссия успешно. провалена. Да. Вот. Теперь можно поговорить по поводу еще одного персонажа, с которым мы очень хорошо знакомы в этих сериях. Это вот этот вот евнух-красавчик, по которому сохнет весь гарем. Он же Джинси. Он же Джинше, он же Джинси, ну, как бы разное произношение на разный Как манер. его только не называли. Да, как его и не матюкали, не обзывали и так далее. Он управляющий внутреннего дворца, он рулит всеми делами. Наложниц, он их растаскивает, кстати, в разные стороны, когда они грызутся между собой, как это было с Лихуа и Гёкою. Его авторитет во внутреннем дворце непререкаем. Ай, прекрасный женщина. Не, он реально очень красив. Вообще. Да, он Как как бы... персонажа его нарисовали просто. Я тебе скажу, что вот именно как вот такой вот прям вау крутой пацан, он в манге. Притом в манге вот в этой, по которой снято аниме, его в аниме просто сделали еще более таким вот мимимишным зачетным. Вот. Да, он красивый, он классный, он все рулит, он всех разводит. И по сути он после императора самый главный в внутреннем дворце. То есть его слово закон. И тут как бы у нас получается интересная штука. Все наложницы, ну вообще все девушки, все женщины от одного его вида настолько он красив, что все они прям млеют. Они млеют. Он только на них взглянет, и они млеют. Все, то есть он их может брать тепленькими. Как потом позже в конце второй серии оказалось, это было сделано не зря. А вот этот вот, Специально. да, вот этот вот красавец под типа прикрытием старшего евнуха был помещен во внутренний дворец для того, чтобы проверять своих наложниц на верность. То есть император хотел проверить, насколько верны ему наложницы. Ну, мол, даже если я к тебе не хожу ночью,
это еще не значит, что надо пускать к себе в постель других мужчин. Ну вот, короче, императрицы нету, поэтому император в вечном поиске. Есть 4 фаворитки, но это не значит, что как бы его глаз не может упасть на кого-либо другого. Позже, там, в следующих сериях, мы поймем, чем это чревато и какие могут быть варианты развития этих событий. Вот, поэтому он там как бы под прикрытием ходит и тех там шарахает. Ну, незвычайно красивый, но девно. Поэтому вердикт Мао-Мао, когда она его увидела, когда он Эх, спалил их, какая потеря. ну, во-первых, когда она о нем услышала, да? Он такой красавчик, вау, какой милаха, блин. Мао-Мао так. Посмотреть бы на него. Да, посмотри, на кого, на Евнуха. Что там смотреть, он же Евнух. Толку с того. Такой, знаешь, нереально взрослый трезвый прагматизм. Ты Евнух, толку с тебя, что ты красивый. Ты Евнух, это идет на первом месте. А то, что он красивый, уже на втором. Толку с тебя. Как бы ход мышления девушки, которая выросла в квартале удовольствия. Толку с тебя, а ты не мужик. Значит, ты не интересен, в принципе, вот, априори. Вот. А уже когда она первый раз его увидела, то есть когда она тогда спалилась с запиской, она такая, типа, во-первых, она его приняла, он был в ее глазах настолько красив, что она его приняла за суровую женщину. Он говорит, что эта суровая тетка с меня хочет. А, вот это Евнух, да, типа, какая потеря, такой красивый юноша и уже не мужчина. А какие бы могли быть дети классные? Человек думает как, скажем так, не как фармацевт, как врач, да, то есть есть прекрасно знакомо понятие, там, откуда берутся дети и типа потомство, генетика, все такое, да, я так понимаю, потому что там детей немерено в квартале удовольствия. Меня так прикинуло, да, очень классно, то есть могут быть красивые дети. Какая жалость, что их не будет, потому что ему отрезали то, чем можно делать детей. Поэтому она к нему, блин, относится, ну, никак. Как к помехе, которая мешает ей спокойно сидеть срок отсидки и свалить домой к папаше, дальше, блин, учить свое ремесло. И именно поэтому у нее такая реакция на него, типа, что ты хочешь, ты ж евнух, что с тебя взять, а ты еще и клеишься. И вот как бы мы про Мао-Мао уже достаточно поговорили, от Дженси как бы вот это вот задело. Притом задело в обратную сторону. Он уже нас... Во второй серии просто там пока будет момент, где нам покажут вот этот вот его задетое чувство, когда он Да, такой: и все на меня реагируют вот так вот, а она: никто не смотрел на меня еще с таким презрением, и такая улыба просто. как у Это мазохиста. нечто. Как у мазохиста. Да-да-да. Ну, Такой: хочу, хочу, хочу. ну, он вот в этот момент, ну, в этих сериях, он ее рассматривает, он и сказал как бы своему помощнику, у меня появилась прекрасная пешка. То есть она уже выделялась со своим как бы нетипичным поведением. Вспомни сцену как бы у Гёкуё, да, он повернулся к ее служанкам, они все обомлели. Он Да-да-да. разворачивается к Мао-Мао, она такая, блин, что ты пялишься на меня? Знаешь, ну, то есть у нее нетипичная реакция. Это уже у него как бы вызвало интерес, типа, о, ничего себе, это что-то новенькое. Потому что ему уже опостылело, как что все от него текут и млеют, и ему как-то начало раздражать. А тут как бы девочка такая, что ты пялишься на меня? Ну, ее-то понятно, мы уже только что объяснили. Он как мужчина как ей не интересен. Типа, Евнух, все, как мужчина ты мертвый. Как знакомство, ну, с аристократами, типа, не хочу.
как она сказала, я лучше сдохну, чем влезу в политику. Потому что она хотела отсидеться, а в политике это грязные игры, интриги, и она может не дожить до окончания срока, либо еще какие-то передряги попасть. Поэтому, ну, нафиг оно ей надо. Поэтому у нее такая реакция на Джинши. А Джинши, он как бы, ему скучно, понимаешь, он дурью мается там. Да, он Это нам показывает еще Мао-Мао. Такой: почему он вечно здесь? Почему он вечно тут? А вот тут у него что, работы нет? Да. Ну, по факту у него нету работы, потому что там есть целая куча людей, которые всем занимаются, ему надо только надзирать за ними. То есть, да, у него есть куча кипа всяких бумажной работы, но он ее не любит делать, поэтому он от нее всячески отлынивает. Понимаешь? Ну и пришел себе на чай. А Мао-Мао он бесит, потому что он, скажем так, если бы у него было что-то, она к нему бы относилась более благосклонно. А поскольку у него этого нету, то он для нее интереса не представляет никакого вообще. Даже несмотря на свою, блин, неземную красоту. Вот так. То есть вот такой вот у нас циник и прагматик наша Мао-Мао. Вот. И именно поэтому она привлекла внимание Джинши. Девочка, которая стремилась всячески не выделяться, и этим самым выделялась больше всех. Не повезло. Прокол. Да, облом, который, блин, по сути, послужит началом всему нашему сериалу и всей этой истории. Это знаешь, как пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Так и у Мао-Мао. Она шла к Ну, своей цели, ну, пошло что-то не так. что-то пошло наперекосяк и будет идти наперекосяк постоянно. Вот, но вместе с тем, Джинши, он весьма умен, он крайне умен. Он сообразителен, он очень внимателен к деталям, да, то есть, казалось бы, да, идет служанка, что-то бормочет. Во-первых, он обратил внимание, что она на него не обратила внимания. Как я завернул, да? Поэтому он ее и заметил. Да, потому что она, блин, там, ой, господин Джесси, ой, пись, понимаешь? Да, Она, каждая, кто его видит, сразу такие: все в обморок". она просто на пофиге прошла мимо него. То есть ей вообще фиолетово. Что Она за все... бабуёвенка? Такого еще раньше не было. Вот, да, это не понял. Он так посмотрел. Ну, типа, странно. Он тут себе пометку поставил, но сейчас есть более серьезные дела, надо, блин... Такой: на- на- возможно, она немного слепа. Да, типа того, типа, я что-то не понял. Знаешь, но он запомнил, что она бормотала себе под нос. То есть, да, как ты сказал, у него хороший слух, но еще у него хорошая память. И он точно так же, как Мао-Мао, умеет складывать разрозненные факты в пазле. То есть он хорошо владеет анализом. Но вместе с этим, для того, чтобы у других не возникало вопросов ненужных, потому что это та еще кубло змей, он просто прикидывается дурачком и смазливым евнухом. Да? То есть он, по сути, как и Мао-Мао, делает одно и то же. Ему надо выполнить свою работу, но чтобы не было лишних напрягов, он прикидается валенком. Ну, как говорится, дуракам проще живется. Вот именно это сказала Мао-Мао в начале первой серии. Да? Я лучше прикинусь дурочкой, чем более, ну, дуракам живется намного проще, поэтому я просто, блин, буду прикидаться идиоткой, блин, 2 года, а потом просто уйду, свалю отсюда нафиг, восвоясь. Но не получилось. И у Джинши, кстати, тоже не получается, то есть не всегда получается. Потому что, скажем так, Мао-Мао понимает, что он прикидывается дурачком, а Джинша, блин, ну это она поймет позже гораздо. А Джинша уже спалил буквально в первых 2 сериях,
что девочка, во-первых, может быть очень полезна, потому что она как минимум на уровне придворного лекаря, сведущего в медицине, а это уже, извините, пожалуйста, немало. Плюс обучена грамоте, и плюс она, ну, тоже умеет хорошо складывать пазлики из фактов. А значит, что девочка прикидается дурочкой, но она далеко не дурочка. А Это нам надо, мы такое любим, берем. Да, это хорошо, это мы такое любим. Заверните, пожалуйста. Знаешь? Ну, и тут Мау-Мау понял, что она просто попала. Вот. У него как бы есть свои как бы цели, он их придерживается. Ну, он решил, что Мау-Мау будет очень ценной пешкой. Там, кстати, очень прикольная штука про афродизиак получилась, Джинши. Он, во-первых, хотел под это самое постебаться над Мау-Мау. Ну, ему просто интересно было, почему у нее отсутствует типичная реакция на него, на его внешность, да, то есть он глянул на служанок Гёкую, они все помлели. Глянул на Мао-Мао, она так посмотрела, типа, что ты загоришь, типа, знаешь, так скривилась, так презрительно, типа, да не зырь ты на меня, мне пофигу. Он решил ее угостить булочками Бао-Дзе, сладкой фасолью, которые приправлены афродизиаком. Но афродизиак как бы не в виде шоколада, да, который позже готовила сама Мао-Мао, а афродизиак, я так понял, в каком-то другом виде. Она его определила по запаху. Ты представляешь уровень компетенции человека, Вот который... это нюх, как у собаки. да, он, ну, афродизиак просто по запаху определить. При том, что ну, их маскируют на таком высоком уровне, императорский дворец, там яды, препараты всякие, вот эти афродизиаки, их маскируют. То есть там не настолько все беспалено. Она вот какие-то вот тонкие нотки вот этого афродизиака типа Вот такая определила. вот Мао-Мао. Да, Идёт и такая: "Пытались меня надурить, глупцы". да-да-да, она еще его поддеть, она вообще, понимаешь, у нее такой характер интересный. Во-первых, она скромная, ну, она реально скромная, неприхотливая, потому что у них, в принципе, жилье и образ жизни аскетический. Но вместе с тем она чувственная, как бы, и все такое, все, что присуще девочке. Помнишь, когда он ее там за волосы потрогал, да, подышал на шею? Так она ж точно так же само обомлела, дыхание сперлось, участилось, да. Но потом она очень быстро себя взяла в руки. Но вместе с тем она все равно показала, что не такая уж она и непрошибаемая. Все-таки ее можно как бы пленить и очаровать. Но это надо очень сильно постараться. Это был маленький, там Джинши над ней пошутил, это был маленький такой эпизод. Вообще о чем я? О том, что, во-первых, она и ведет себя скромно, как служанка, да, и прикидывается дурочкой, максимально вежливо, там глаза прячет под рукавами, там все дела. Но вместе с этим она не, как бы, это и не мешает в лицо, глядя Джинши, его подстебать по поводу того, возможно, тот, кто вам подарил булочки с афродизиаком, нависит вас сегодня ночью, знаешь? Да, то есть она и постебать в глаза может. Она бывает довольно резкой, скажем так, и грубой. Но я так понимаю, что это связано с ее длительным общением с хозяйкой медианного дома. Удовольствие. Ну да, там без этого никак. Там грубость это как здрасте, это обычная манера речи. Поэтому у нее нет-нет, да, ну, она понимает, что она должна как бы следить за манерами, нет-нет, и вырывается что-то, когда она излишне эмоциональна, когда она переживает какие-то эмоции. В данном случае она стебалась Джинши, потому что он ее раздражал крайне сильно. Типа свалил бы и не мешал бы делать свою работу. А нет, нифига. А потом, ну, то есть, во-первых, он ее сделал, решил проверить, что с ней будет, когда она нажрется афродизиака, типа она, ну, будет так же млеть, как служанки,
либо ее даже это не подействует. То есть он просто решил над ней провести эксперимент. Эксперимент обломался, потому что подставу Мау-Мау почувствовала загодя. А потом он сделал еще одну проверочку. Он попросил ее сделать афродизиак. Ну, то есть, если она знает что-то, сделай, пожалуйста, мне это тоже. Ну, она там, типа, когда про пудру говорили, она обмолвилась, что я, типа, училась на аптекаря. Вот заодно сейчас ее и проверят, что она из себя представляет как аптекарь. Она приготовила афродизиак, потом она его передала Дженше и сказала, что будьте осторожны, потому что то, что я приготовила, в 3 раза мощнее, чем то, что вы мне пытались подмешать. Ну, типа, С подсунуть. этими вообще афродизиаками, которые она приготовила, вообще такой конфуз случился. Не Мало совсем. того, что... Она себе перекус с остатков шоколада сделала. Причем тут она? Она то, что и себе она сделала, это фигня. Служанки Гикуё, они же подумали, что это ж вкусняшка какая-то Ну, заморская, которую Мао-Мао там готовит. ну так они ж ее Надо ж, надо ж попробовать. Да, так они ж ее перекус тащили. То есть не сам Все афродизиак, тот, который она делает. Она себе сперли. сперли, да, 3 кусочка, она там 6 или 9 кусочков себе сделала на пожрать на потом. Там Вот был это их растарабанило, конечно. я только не понял, зачем она им под юбку заглядывала. Ну, Ну, типа, ничего с ними не случилось после этого? Может, ими кто-то воспользовался в этот момент? ну, типа, возможно, разве что так, понимаешь? То есть это что Но такое? самый смешной момент был после того, как она Джинше отдала эти конфетки. Они такие типа: "А это тогда что?" Она такая: "Это мой ужин". Они такие: "О мой бог". И Гикуя так и Гикуя такая: "Может, типа, императору сделать?" Она такая: Вы это, как бы По подумайте, они в 3 поаккуратней. раза мощнее". Она: "То есть в 3 раза дольше?" Она такая: "Я этого не слышала". Ну, я открою немножко, как бы, завесу тайны приоткрою. Гёкую крайне интересна вот эта вот тема интима. Да, это понятно. Что тебе понятно? Вот Как ей развлекаться с императором еще? она из 4 Не, ну понятно, они все как бы, он и к Адо захаживал раньше, да, пока она не потеряла ребенка. И к этой, блин, Лихуа, как бы, ну, как бы наследник же ж родила. То есть она ж не от Святого Духа его родила, да, сквозняком не надула. И как А бы, вдруг? Вдруг такое бывает? да, да, да. Там есть еще 4 наложница, к ней император не ходит по определенным причинам. И к Гёкё он захаживает. Но поскольку Гёкё, она самая добродушная и самая там, скажем так, милая, ну, у нее очень интересная внешность, то к ней он захаживает больше всего. Но вместе с тем, вот это все ей очень нравится. То есть она как бы, ей это интересно. Осознание того, что все будет в 3 раза дольше, ее немножко не порадовало. Не знаю почему. Возможно, Это, она... конечно, интересно, но не настолько. Ну, не, возможно, это ее утомляет немножко. Ну, Поэтому об этом мы предупреждение... узнаем буквально через пару серий. Поэтому предупреждение Мао-Мао было как нельзя кстати. Да? По поводу перекуса, Мао-Мао, кстати, пояснила, что, мол, ребята, я за столько лет перепробовала всякой дряни, что алкоголь, стимуляторы и тем более афродизиаки на меня просто не действуют. Служанки съели по кусочку, их расфигачило в хламину, они уснули от алкоголя, притом там едва ли чуть не полураздетые, то есть их реально вштырило. А Мао-Мао, оставшиеся, блин, 5 кусков, может с чаем выпить просто как мы печеньки пьем, без каких-либо последствий. А потом еще такая: "Добавьте, пожалуйста". Можете себе представить, что она за эти 17 лет в себя пичкала? Что на нее даже не действует афродизиак. В 3 раза мощнее от обычной. Так что, ну, как бы как-то так. Ну, на этом как бы все наши интересные интересности закончились.
Мы поздравляем Мао-Мао с тем, что у нее, Интересности в 2 серий, а ну да, дальше будет еще интереснее. этого подкаста. Там с каждым новым подкастом интересности будет все больше и больше. Кстати, тут еще один сериал, в котором можно и нужно смотреть сцены после титров, потому что там делают анонс следующих серий. А в следующих сериях у нас будет в третьей, по крайней мере, танцующая девушка, которую приняли за призрака опять все на бесовщину, все спихнули. И опять Мао-Мао не повелась, и из-за этого попала в переплет. Ну, это будет потом. Так что мы на этом подкасте, пожалуй, все. Мы познакомились с Мао-Мао, проследили за ее успешным внедрением в интриги внутреннего дворца и обломом по поводу прикинуться ветошью. Познакомились с еще одним героем, немаловажным, смотрящим внутреннего дворца Джинши, который вроде бы как бы евнух, вроде как бы нет. Хи-хи, спойлер. По поводу которого там позже у нас будет еще открытие немалого количества скелетов с ее шкафу. Ну, а на этом, наверное, все. Ну, либо ты что-то Но хочешь добавить, да нет, рассказать, упустил. буду ждать следующих пару серий. Там очень интересно будет. Мы поближе познакомимся со второй наложницей, которую нам показали в этих 2 сериях, Лихуа. Да, у Очень которой, красивая женщина, и она меня очень даже порадовала. ну, она, в принципе, Как да. она изменится. На самом деле, ее очень жалко, но и радостно за нее, что она, по крайней мере, изменит вроде как Ну, некоторые свои моменты, за да, которые ее можно только ей поаплодировать. да, и увидим демона Мао-Мао. Мгм. На этом, Прекрасный демон Мао-Мао. на этом все. Всем спасибо за просмотр, за прослушивание. До скорых встреч. Всем пока.